Всем привет! Я продолжаю рассказывать вам про синеву под компании Caddx GoFilm 20. Это второе видео. Те, кто не видели распаковку и разбор данного ВУПа, go to по ссылочке, которая у вас появилась вот здесь вот на экране. А сейчас я хотел бы вам рассказать о том, как подготовить данный ВУП к эксплуатации, к работе, как забиндить его с очками, как забиндить его с аппаратурой, как выполнить базовую настройку, ну и, конечно, мы полетаем. Давайте начнем с бинда цифровой видеосистемы Moonlight к вашим очкам Valksnail Avatar. У меня аватары первой версии, но это не имеет никакого значения, если у вас иксы, процедура бинда будет выглядеть абсолютно одинаково, что на очках старой версии, что на очках новой версии. Включаем очки и подключаем, соответственно, даем питание на ВУП. Затем, значит, нам необходимо нажать кнопочку Bind на нашей цифровой системе Moonlight. Вот здесь вот она находится. Нажимаем кратковременно. Загорается красный индикатор. И нажимаем кнопочку Bind на очках. Процедура бинда завершена. Изображение у меня появилось. И у меня есть сообщение, что у меня есть разница в версиях. Можно, конечно, это скипануть и летать так вот, но лучше проапгрейдить. В данном случае, мне кажется, нужно апгрейдить мои очки. Как выполнить процедуру обновления очков Valksnail Avatar? У меня куча видео, я просто дам ссылочку. Посмотрите, пожалуйста, кому, в общем, это интересно. Ну, а кому лень смотреть, я коротенько расскажу, как выглядит эта процедура. Вы заходите на сайт Caddx FPV вот по этой ссылке в раздел Download. Там качаете архив с прошивками, и оттуда вам понадобится всего лишь две прошивки. Для наземной станции для очков с пометкой Ground, вот так вот выглядит имя файла. И для версии воздушного модуля, в данном случае это Moonlight, она имеет пометочку Sky, файл имеет пометочку Sky. Закачиваете на карточки. Можно на одну по очереди это сделать, лучше даже это сделать по очереди. Сначала закачиваете прошивку для очков, соответственно, на карту, которую вы будете вставлять в очки. Включаете очки, дожидаетесь полной загрузки и нажимаете вот здесь вот кнопочку Bind более 8 секунд до тех пор, пока очки не начнут издавать пикающий звук. Ну, соответственно, у вас очки перезагрузятся, когда будут готовы к загрузке прошивки, к установке прошивки. И у вас в очках пойдет статус-бар такой, прогресс-бар, да, он называется, в котором вы будете видеть процент загрузки, установки прошивки в очки. После установки прошивки очки издадут длительный писк. Таким же образом вы качаете прошивку для Moonlight. Устанавливаете карточку в соответствующий отсек. Также вам необходимо поставить специальный кабель, который объединяет VTX модуль и модуль писалки, рекордера. Это необходимо для того, чтобы из одного файла прошить оба модуля. Ну, вот так вот сделали в Caddx FPV. Также нажимаете кнопочку Bind, долго ее держите. Вот здесь вот она выглядит. Держите ее больше 8 секунд до тех пор, пока у вас индикация здесь не сменится. И сначала поочередно начнут мигать красными огоньками вот эти вот индикаторы. Ну, в общем, вам нужно дождаться, когда индикаторы у вас придут в стандартное такое состояние. То есть у вас индикатор VTX будет мигать, а рек будет просто гореть зеленым. Вот и вся процедура. А теперь давайте настроим связь вашей аппаратуры с ВУПом. Если вы новичок, данная процедура будет немножечко сложной по первому разу, тем более если вы ни разу этого не делали. Если вы это хоть раз делали, на самом деле это не так сложно. Итак, напомню, GoFilm имеет на своем борту, а вернее на полетнике, встроенный ELRS приемник на 2,4 ГГц. Как говорит нам мануал и информация на сайте, по умолчанию у нас здесь должна стоять версия прошивки 3.0.1. И, соответственно, ваша аппаратура должна также иметь ELRS приемник
на 2,4 ГГц, и прошивочка на ней должна быть не ниже 3.0. Процедура привязки вупа к вашей аппаратуре называется биндом. Но прежде чем начать биндить, давайте включим аппаратуру и настроим пустой профиль модели. Для этого мы заходим, нажимаем кнопочку «Модель». На любой аппаратуре должна быть кнопка «Модель». Если у вас не Радиомастер Pocket, а что-то другое, абсолютно точно должна быть кнопочка «Модель» и кнопочка «SIS» – «Система». Я выбираю свободное место, вот, допустим, 13, и нажимаю «Create модель». Теперь мне необходимо зайти во вторую вкладку. Вот здесь вот выбрать внутренний модуль, выбрать Internal RF, ну, Crossfire, в данном случае у нас протокол, который использует ELRS приемник. Все, мы включили наш ELRS приемник внутренний, выходим отсюда и нажимаем теперь кнопочку SIS. Нам понадобится вот этот вот скрипт Express LRS, который называется. Если, еще раз повторюсь, у вас аппаратура ELRS, данный скрипт у вас должен быть установлен по умолчанию. Запускаем скрипт. У нас загружается, соответственно, программа, назовем ее так, настройки и привязки нашего внутреннего RF передатчика к приемнику. Спустившись ниже по меню, вы можете узнать версию ELRS передатчика, которая у вас установлена в вашей аппаратуре. В данном случае у меня 3.3.0. Подключаем питание к вупу и нажимаем, выбираем в меню пункт Bind. Так, вроде как прибиндилось. Давайте выйдем отсюда. Да, как видите, вот эти вот полосочки говорят о том, что у нас, соответственно, наш вуп, наш GoFilm прибиндился к нашей аппаратуре. Так, мы успешно прибиндили GoFilm к нашей аппаратуре, но этого на самом деле недостаточно для того, чтобы запустить моторы и летать, управлять данным замечательным вупом. Что же нам необходимо сделать дальше? А дальше, если вы помните, мы создали пустой профиль модели, его нужно немножечко поднастроить. Его нужно поднастроить в соответствии с теми режимами, которые у нас настроены в Betafly. Для этого нам необходимо подключить вуп к компьютеру к Betafly конфигуратору, взять в руки аппаратуру и выполнить следующие действия. Батарейку при этом, кстати, можно не подключать. То есть первичные настройки базовые, когда мы настраиваем каналы и режимы на вупе, на коптере, можно это делать без подключенной аккумуляторной батареи. Батарейка нам понадобится только для того, чтобы потом, соответственно, запустить моторы, проверить, что у нас все работает. Берем USB-шнур, который у нас был в коробке, вместе с вупом и подтыкаем его вот сюда, к полетному контроллеру. Запускаем Betafly конфигуратор. Если у вас нет Betafly конфигуратора, тогда качаем его с GitHub вот по этой вот ссылочке, которую я оставлю в комментарии. Спускаемся вниз и вот здесь вот выбираем Betafly конфигуратор под ту операционную систему, которой вы пользуетесь. Скачали, установили как обычную программу, запустили. Здесь у вас должно быть отображаться Betafly STM32F405. Ком может быть не третий, а любой. Если у вас этого нету, то тоже не беда, вам необходимо просто поставить драйвера. Самый простой способ поставить драйвера — это поставить вот такую вот программулину, которая называется Impulse RC Fix Driver. Скачать ее можно вот по этой вот ссылочке, вот здесь вот, спустившись ниже, драйвер фиксер, вот так вот нажимаете и, соответственно, качаете и устанавливаете. Установили, запустили, и у вас автоматически начинается поиск драйверов. Как я уже говорил, что при подключении кабеля USB к полетному контроллеру у нас автоматически подается питание на полетный контроллер и запитывается ELRS приемник, который в свою очередь у нас уже прибинден к нашей аппаратуре.
Итак, подключились Betafly конфигуратором к нашему коптеру. Аппаратура при этом у вас должна быть включена, это очень важно. Значит, первая вкладка Setup. Что на ней обязательно нужно проверить? Давайте немножечко покрутим его и посмотрим, правильно ли отрабатывает наш виртуальный вот этот вот коптер. Все углы, то есть вы наклоняете в реальности, да, коптер, допустим, например, вперед, и здесь он должен, соответственно, наклониться тоже вперед, назад, назад, вправо, влево, все, в общем, окей. А теперь нам необходимо проверить работу каналов. Аппаратуру мы уже прибиндили, все, у нас связь есть, поэтому идем в вкладочку Receiver и проверяем, как у нас работают каналы. Начинаем двигать наши стики и смотрим на реакцию ползунков. Двигаем газ, соответственно, у нас должен перемещаться тротл. Двигаем яв, и у нас коптер должен вращаться вот по этой вот оси. Двигаем pitch, дергаем roll, и он у нас должен вращаться по роллу. То есть все у нас вроде окей. Мы можем выровнять вот таким образом коптер в пространстве. Теперь перемещаемся на вкладочку Modus, где у нас уже настроены режимы. Режим ARM, то есть это вот как раз вот этот режим позволяет запускать и останавливать нам моторы. Режим стабилизации Angle, режим стабилизации горизонт. Также здесь должен быть, по идее, настроен бипер. Да, вот он уже есть здесь. И настроен режим черепахи Flip Over After Crash. Да, все есть, все окей. Теперь нам необходимо заставить вот эти вот ползуночки перемещаться в активные зоны. Для этого мы на аппаратуре на своей нажимаем кнопочку «Модель» и дальше листаем до страницы «Миксер». Перемещаемся на свободный канал и захожу, значит, вот в этот вот канал для настройки. Дальше мы выбираем вот здесь вот Max. Длину оставляем 100. И нам необходимо указать switch, который у нас будет включать и выключать наши моторы. Да, причем, кстати, в Betafly мы должны поставить галочку авто. Давайте выберем вот этот вот switch, вот эту кнопку. Нажимаем просто на нее и смотрим. Нет, неудачная, да, здесь у меня кнопочка без фиксации. Кстати, как зафиксировать кнопку без фиксации, у меня также есть видео. Пожалуйста, посмотрите, будет ссылка. Давайте выберем другую кнопку, например, вот эту вот. Вот эту. Так, SA. Все. Выбрали. Значит, сейчас у нас коптер заармлен, потому что у нас бегунок в активной зоне. Нажимаем кнопочку, и он переместился в пассивную зону. Здесь у нас моторы выключены. Первый ползунок мы настроили. А теперь давайте настроим режимы стабилизации Angle и горизонт. Для этого мы выставляем вот здесь вот авто. Я хочу назначить эти режимы вот на эту кнопку. Вот, для этого мы перемещаемся колесиком на свободный канал. У меня в данном случае это 6. Заходим в него и убеждаемся, что у нас source стоит max. Если не max, то ставим что-то другое. Вернее, ставим max, если что-то другое стоит. Блин, у меня разряжается ап. Так, переходим в выбор свечей. Нажимаем на колесико и несколько раз щелкаем вот этим вот свечом, чтобы у нас, соответственно, он установился вот здесь вот. Значит, просто режим акро, да, не горизонт, не энгл. У меня будет нижнее положение. Так и оставляем. Значит, фиксируем кнопку колесиком и проверяем. Так, при вот этой вот переключении в центральную позицию у меня переходит в горизонт. А если мы нажмем вот так, да, то ничего не происходит. Как же нам переместиться дальше на Angle? Очень просто. Выходим вот отсюда и нажимаем, не отходя от кассы, нажимаем на 6 же канале, вот так вот колесико, и нажимаем Insert After. Добавить после. И также устанавливаем вот этот вот переключатель, но уже вот в это положение. Низкий заряд аккумулятора. Надо отрицательное значение здесь сделать.
Я кручу, и видите, у нас ползунок перемещается в соответствующую зону. Выставим соточку. Низкий заряд аккумулятора. Сейчас заряжу, не ори. Низкий заряд аккумулятора. Все, вот такая вот у нас здесь должна быть картина. То есть вот два режима, и значит, что мы получили в итоге. Нижнее положение это у меня акра, среднее положение это горизонт, а верхнее положение это Angel. Так, едем дальше. Дальше мы настраиваем бипер. Все абсолютно по такой же технологии. На бипер я обычно назначаю вот эту вот кнопочку. Соответственно, перемещаемся на 7 канал. Здесь у нас выставляем авто. Здесь мы заходим в настройки 7 канала и перемещаемся в позицию switch. Нажимаем колесико. И один раз нажимаем вот на этот вот переключатель. Вот так вот бипер включен, а вот так выключен. Настраиваем режим черепахи. Переходим на 8 канал. Здесь у нас выбираем авто. И также перемещаемся на выбор свитча. Ну, даже не знаю, давайте выберем, например, вот этот вот свитч. У нас будет среднее положение, это режим черепахи. Да, вот так вот. Все. Режим черепахи выключен. Ползунок у нас в неактивной зоне. Режим черепахи включен. Ползунок у нас в активной зоне. Свитч у нас, соответственно, в среднем положении. Все, ребят, мы настроили, произвели настройки наших режимов, связали их с аппаратурой, с органами управления. И теперь настало время самого главного испытания – включить моторы. Итак, настал момент истины. Берем какую-нибудь батарейку заряженную, даем питание на коптер. Все, это говорит о том, что у нас произошла связь между аппаратурой и коптером. Все, моторы работают, но этот звук говорит о том, что пропеллер у нас задевает за вот эти вот колодцы где-то. Вот здесь вот где-то. Блин, я так и знал, у меня один дакт яйцом. Как его выпрямить? Еще раз пробуем. Вроде подпрямил чуть-чуть, его подправил. Еще раз пробуем. Все. Так, проверяем пищалку. Пищалка не пищит. Ну, это потому, что у нас ее нету, это во-первых. Во-вторых, нам в данном случае нужно включить пищание моторами. Это делается в Betaflight конфигураторе. Сейчас мы туда вернемся. Заходим в конфигурацию. В Betaflight конфигураторе. И вот здесь вот проверяем, включена ли у нас галочка. Да, вот DShot Beacon Configuration. У нас выключены вот эти два движка. Значит, пищание моторами при потере связи и при, соответственно, установке переключателя в активную зону. Ну, поставим вот так вот оба вот этих переключателя в включенное положение. Нажимаем Save Reboot и идем проверять кнопки. Да, все нормально. Вот такой вот звук он будет издавать, когда вы его потеряете. Последняя проверочка переключения режимов полета. Значит, опять же подключаем питание на коптер. Дожидаемся загрузки и вывода изображения с нашего Moonlight на очки. Все, прибиндился и приконнектился к Moonlight. Moonlight нам показывает картинку. Теперь давайте вспомним, какой из переключателей мы делали по переключению режимов. Это вот этот вот переключатель. Сейчас у меня в режиме стабилизации Angle отображается, что он стоит. Это вот эта вот надпись. Теперь давайте щелкнем, переключаемся в режим горизонт.
И здесь у нас R. Я буду летать вот в этом режиме, но в принципе также мне ничего не мешает включить режимы стабилизации. Все, телеметрия у нас отображается. Опять же, я ничего здесь своего не выставлял. Все, что выставил производитель, здесь вся индикация. Здесь мы видим, значит, заряд на ячейку, заряд самой аккумуляторной батареи, процент газа. Вот я кручу вот 100%, 0. Меняется, соответственно, показатели. С правой стороны у нас время полета, то есть время с момента подачи питания на коптер, Link Quality, RSSI. Все, ребят, коптер готов к полету. Давайте его пока отключим, чтобы не перегревать наш цифровой видеолинк. И уже пойдем попробуем, полетаем. И оценим его уже на самом деле в полевых условиях. Зачем он бросил там? Тут еще одно. Воу. Фу, я облокотился, расслабился хоть Ну, чуть-чуть. Жень, то есть получается, какие у тебя ощущения? То есть для тебя он немножечко рисковат, да? Или что? По настройке, да. Да. Но, опять же, я никогда не летал на ВУПах. Это первый ВУП, на котором я полетел. Берешь? ВУП? Ты бы себе купил такой? Нет, он на улитке. Нет, я понимаю, ну, допустим, у тебя была бы улитка, вот, ну, абстрагироваться, да, от Хорошо, этого. давай, если бы он продавался СО-4, я бы купил. Мгм. То есть, Нет, мы не можем абстрагироваться, потому что система, на которой мы сидим, это важно. Грубо говоря, DJI, улитка или еще что-то. Потому что купил бы я себе такой, он продается только с улиткой. Нет, Нет, не купил. нет, Нет? есть нюанс. Вот эта рама и полетник, он позволяет подключить не только улитку, но в том числе и О3. Хорошо. Там есть стандартный разъем именно под цифровую видеосистему. Ага. Ну, он может быть там не совпадать по пинам, но это на самом деле, ну, фигня. Это фигня. Да. Нет, окей, если бы он продавался с О3 и стоил бы тысяч от 40 до 50, я бы, наверное, да, купил, потому что это маленький формат, это даже меньше, чем там какая-нибудь Cinebot 35, Cinelog, даже меньше, чем 20-ка, и можно снять что-то более интересное и куда-то протиснуться, ну, в плане съемки, опять же. В плане просто полетать, я вообще не понимаю, зачем такой дрон, не знаю, дома, спрятаться от кого-то, и все. Ну вот смотри, сейчас стоимость его рыночная, по крайней мере на сайте Cadix, 400 баксов. То есть это приблизительно где-то вот та же сумма, что ты назвал. Отличная Вот. сумма, если бы там была У3. Вот. Но с U3, мне кажется, он был бы намного дороже. Ну хотя, в принципе, в 50 тысяч... Сколько стоит, вот здесь стоит современная модуль элитки, правильно? Да. Сколько он стоит? Просто на рынке. Moonlight стоит 15 где-то тогда, да. Хорошо, ну, То есть на 5000 дешевле, чем сейчас стоит условно Да. U3. опять же, это если типа брать среднюю, Включаю, раз, два, включил. Да это без разницы. среднюю рыночную цену. Можно же нормально. найти О3 подешевле. Армиться, когда будешь, вот тогда будет эффект. А, Тут включай, другой да, вопрос. Прямо на включение врубай. Короче, нет, цена типа плюс пятак. Если бы там стояло О3, ничего страшного, Да. я считаю. Все, супер. У меня осталась батарейка на 850 мАч. Кто хочет полетать? Да, желательно вначале чуть-чуть привыкнуть минуту, потом можно Иди. резко покрутиться и именно почувствовать, потому что я именно полетал блином. Я скажу так, что я, конечно, не такой уж профессионал, чтобы судить, что как он. Ну, как по Ну, мне, то есть тебе чисто нравится, да? Ты бы Нет, такой купил для себя вот. знаешь, вот тут цена, конечно, большую роль играет. Ну, цена, я уже говорю, 400 баксов сейчас. Ну, Это я в порядка баксах. 40 тысяч рублей. 40 тысяч рублей я на него не готов потратить. Многовато. Без одного Вот за 30 прям он будет мотор перегревать. потолок 30, на мой взгляд. Он же без баток идет или с одной Без баткой? баток. Даже пускай 35, если... Ну, Moonlight отдельно 15 стоит. Продали номер один. Вот сколько, интересно, ты летай, вот сколько вылетаешь? Мне интересно, 850 мАч. Если 650, у нас получилось где-то порядка 7 минут. Здесь, я думаю, ты будешь минут 10 летать сейчас. Если не устанешь, конечно. Минут 10. Минут 10, да.
На 850? Да? Ну, если на 650 он пролетел, мы вот сейчас явно, он летел 7,5. Я даже 8 сказать тогда отлетал. почти 10 будет. Да. Ну, конечно, тоже от стиля зависит. Ну да. Короче, этот дрон прикольнее тем, что он более маневренный. Там именно что-то поснимать, если бы в нем стояло О3, опять же, даже. И не супер какой-то крутой заказ, где нужно ретушь, так же, как и на GoPro 12, который ты можешь там обработать и отстабить. Хотя О3 и GoPro, они стабятся отлично в гирке. Роллы хорошо на нем. А ты что, роллы делаешь? Да. А, Как ровненько. нет, если бы он был, конечно, на 6S, он бы летал намного бодрее, я думаю. А сейчас вот, ну, я что-то даже бы не стал делать на нем роллы. Вообще без проблем. У него подхват газа, ты его подкинул и за счет больших рейтов крутанул, если есть привычка, вообще без проблем он сделает. Он даже в высоте не потеряет, если ты его подкинешь. Ну, вообще ровно. Если подкинешь, да. Я смотрю на Андрея Флекс, летящий на высоте метр. И Женя такой говорит, я роллы делаю. Я на высоте метр, а потом, понимаешь, Женя там высоко летает. Сразу бы вы проверили краш-тест, если бы он упал. Да. Мы его сейчас к дереву приложим. Вот смотрите на него сейчас. Смотрим. Дизар. Я запомнил. Молодец! Так, первый краш-тест на GoFilm. Ну, такой лайтовенький. Влетели в березу. Да, минус пропеллер. Пропеллеры здесь слабенькие. Ну, Олег, расскажи, что ты... Ну что, стабильненько, резвенько. По поведению 30-й синебот, можно сказать, напоминает, без камеры, без GoPro. 30-й? На О3. Ну, по резвости. Мне кажется, По резвости. 30-й... Ну, я на нем не жарил, я летал более так плавно. Мне показалось что-то вот как Пава 20. Что-то типа этого, может быть, Пава 25. Ты про вот этот говоришь или про... Про вот этот вот сейчас говорю. Слушай, я на 25 не летал. Ну, скажем, не как 20-й, мне кажется. Резвенький. Ну, традиционный вопрос, вот чисто по ощущениям такой бы купил себе? Ну, слушай, нравится, как синевуд прям нравится. Мгм. По картинке не могу пока понять, она какая-то ближе к О3 на Мунлайте. Так, что мы включили 2.7К, стабилизацию, да, встроенную. Рекординг инстантбай. Да. Если был на мотоцикле, то сзади... И мощность какая? Сейчас 700 я ставлю. 700 милливатт. Блин, прям чувствуется стабилизацию, по-моему, даже в очках, слушай. Интересненько. То есть по-другому ощущение, да? Плавнее, как Плавнее? будто на подвесе стало. Как будто О3, да? Ну, как будто на подвесе на Мавике, короче. Вот знаешь, прям движения не такие резкие все уже. Неужели в очках тоже? Нифига себе, слушай, я тоже хочу попробовать. Сейчас, значит, надо это. Баточку, Баточку, да, там есть. А, есть, заряжается. Я даже что-то Миша, пропустил. а может ты просто... Нет, этот пункт был в Pro. Да? Может ты не включал 2.7К? Может быть, не включал. Там не во всех режимах. И, короче, 2.7К 60 тоже, по-моему, нету. Вот 2.7К 30, по-моему, Мгм. появилась. То есть она этим... заблюрена, короче, этот пункт. Он серый. Да, я, наверное, на таком режиме не летал просто, вот и все. Где ты сейчас? За спиной, да? Он там Я где-то? вдоль этого лечу, вдоль леса. Слушай, ну антенки короткие. Только начинаешь разворачиваться, и видео начинает сразу резко проседать. Из-за того, что хлястики очень короткие. Господи, Ну, потому что, да, там дипольки же стоят. нет, а я рядом. Я в 70 метрах. Да, вот были бы они повыше, как у меня на 1С юните. А получается, их все закрывает. Антенки надо выше поднимать. Когда летишь от себя, шикарненько. Прилично. Только разворачиваешься, начинаются фокусы. Так, а сколько я налетал, не пойму сейчас. Он не пишет в полете. А, 4.40. Слушай, нормально. Тогда 4, да? С чем-то. 5, получается 9 минут, Миш, на этой батке. 9 минут, да? Да, но она, конечно, слабовата. Батка нагрелась. Но для нее это, конечно, Да. многовато.
Так, ребят, давайте подведем итоги по результатам тестирования GoFilm 20. Как вы уже видели, у всех только положительные эмоции. Я сам от себя могу сказать, что этот аппарат на самом деле удался. Это первый единственный луп, который выпустил Caddx FPV. И, в общем-то, первый блин, как говорится, не всегда комом. В этот раз у них получилось сделать достаточно приятный для использования продукт. Но Moonlight, в общем-то, остается Moonlight'ом. Качество видеолинка не изменилось. Она такое же и сыпется буквально через 500 метров. Но для полетов каких-то, например, в помещениях, на небольших расстояниях где-нибудь, даже на природе. Но, опять же говорю, если будет... Сейчас вот у нас штиль мы тестировали, когда, то есть ветра не было. Если будет достаточно хоть небольшой ветерок, вы будете вести немножко по-другому. На нем будет летать, наверное, не так комфортно, потому что он легкий и потому что он будет сильно, я думаю, парусить, его будет сносить ветром. А так, Caddx Lycos мне очень понравилось. Покупки рекомендую, если бы не один нюанс, его цена. Мне кажется, 400 баксов это, в общем-то, не совсем оправданная цена. Это где-то приблизительно 40 тысяч, хотя я видал на AliExpress продаются, можно купить его, вернее, ну хотя сейчас распродажа, я видал где-то за 30, да, за 30 тысяч его можно взять. На сайте Caddx FPV он стоит $399. Мне кажется, дороговато. Вот. Но, еще раз скажу, мне понравилось. Caddx молодцы, покупки рекомендую. Всем большое спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки, дизлайки, заглядываем в описание, пишем комментарии. Пока.